Ни для кого не секрет, что сложными гоночными моторами славилась компания Honda. Взять хотя бы ее миниатюрную рядную шестерку объемом 250 кубиков, установленную на Honda RC166. Однако на 10 лет раньше, в 1955 году, был разработан невероятный мотоцикл для MotoGP Moto Guzzi V8, который имел в своем арсенале V-образную восьмерку и тоже весьма небольшого объема. Эту машину задумал и спроектировал главный конструктор компании Moto Guzzi Джулио Чезаро Каркана специально для королевского 500-кубового класса, которая превзошла всех своими характеристиками, выдавая весьма скромные по нынешним меркам 80 лошадиных сил максимальной мощности на 12,5 тысячах оборотов в минуту и 47 ньютон-метров крутящего момента на 9,5 тысячах, когда конкуренты в лице Гилера и МВ не показывали даже и 70 лошадиных сил. Этот мотоцикл смог развить просто сумасшедшую по тем временам максимальную скорость в 178 миль в час, а это 300 км в час. При выборе двигателя Джулио сразу отказался от рядной шестерки из-за сложности компоновки и риска возникновения крутильных вибраций столь длинного коленвала. Потом он присматривался к мотору формата V6, но для устранения вибраций первого порядка такого двигателя необходим угол развала 120 градусов, что вызовет чудовищные неудобства с компоновкой. Тогда-то в голову конструктора и пришла идея создания V8. Потому что такой силовой агрегат будет не шире, чем четверка конкурентов Гилера, доминировавшая тогда в 500-ках, а вот крутиться он будет куда веселее, чем та же длинноходная Гилера с ее предельными 10,5 тысячами оборотов в минуту. И угол развала 90 градусов, необходимый для устранения вибраций первого порядка, вполне приемлем по компоновочным соображениям. Так в 1954 году начались работы по созданию этого невиданного ранее двигателя на мотоциклах. Всего через год двигатель был готов и проводились стендовые испытания. Этот мотор представлял собой чрезвычайно компактный узел жидкостного охлаждения с системой смазки с сухим картером. Его объем составлял 498 кубических сантиметров. Два ряда цилиндров, установленных под углом 90 градусов, размещались на картере из магниевого сплава, в котором располагались также коробка передач и шестеренчатая моторная передача. Через картер проходила и ось качания маятника с задней подвески, опирающейся на бронзовую втулку диаметром 40 мм. Эта особенность конструкции, повышающая жесткость и снижающая массу, станет распространена лишь десятилетия спустя. Компактный силовой агрегат вместе с карбюраторами весил 56 кг, а его ширина составляла всего 460 мм. Так что мотоцикл с обтекателем был всего на 30 мм шире, чем 350-кубовый одноцилиндровый аппарат. Коленчатый вал представлял собой плоскую упаковку с развернутыми на 180, а позже и на 90 градусов коленами и круглыми маховиками, что диктовало необходимость применения шатунов со сборными нижними головками и роликовых подшипников с разъемными сепараторами. Коленвал по чертежам Moto Guzzi изготовила немецкая компания Heukel.
Литые поршни Мондиал с 3 кольцами и большими выемками под клапаны устанавливались на стальных шатунах через подшипники скольжения. Фактически мотор не имел отдельных блоков цилиндров, их нижняя часть была отлита заодно с верхней частью картера. Верхняя же половина составляла единое целое с головками цилиндров, сгруппированными попарно и крепившимися к картеру 10 длинными шпильками. Такая схема пришла из авиации, а на земле ее впервые применили инженеры Феррари. Хотя Moto Guzzi еще в 1940 году экспериментировал с впрыском топлива, на V8 Carcano установил 8 карбюраторов Delorto SS1 с корпусами из магниевого сплава. Вся эта восьмерка управлялась через систему тяг и рычагов от одного троса газа. Хотя Moto Guzzi впервые опробовала четырехтактную схему еще в 1924 году, на V8 Carcano сохранил двухклапанный формат, по его словам, чтобы не усложнять и без того слишком сложную конструкцию. Зажигание обеспечивали 8 маленьких катушек. Магниты той поры просто не выдерживали более 12 тысяч оборотов в минуту. Коробка передач была сначала шестиступенчатая, потом из-за гибких характеристик двигателя ее заменили на четырехступенчатую. Однако позже итогом все же стала пятиступенчатая. Несмотря на рекордно быстрые круги и невероятную максимальную скорость, Moto Guzzi V8 из-за сложности конструкции двигателя оказался очень ненадежным и хрупким даже при небольших падениях. В итоге за 2 полноценных гоночных сезона он не выиграл ни одного гран-при, однако стал настоящей легендой мотоспорта.